Вы будете в шоке, но будучи студентом на подработке, можно зарабатывать огромные деньги. Как? Об этом я и хотел бы вам рассказать. Сегодня вы узнаете, какие существуют вакансии и куда можно попасть без опыта, где платят больше всего и как найти удаленную работу. А в конце ролика я расскажу вам о настоящей золотой жиле, где заработать может почти каждый. Приятного просмотра! Куда пойти работать? Многие ребята, которые только закончили школу и вот-вот вступят в студенческую жизнь, задаются одним вопросом: а откуда взять деньги на то, чтобы погулять с друзьями, купить новый телефон или сводить подругу в кино? И сегодня я бы хотел поделиться с вами своим личным опытом. Да-да, перед тем, как начать записывать видео, я много чем занимался, так что мне точно есть что вам рассказать. К примеру, впервые работать я пошел в местный ресторан официантом. Честно говоря, мне нравилось там трудиться, ведь коллектив был отличный. Вообще, это отличный способ заработать денег в короткий срок, ведь вакансия официанта всегда открыта. Почему? Да потому что эта работа очень тяжелая, в смысле физически, и я сейчас не шучу. Ведь проводить по 12 часов на ногах, бегать с одного этажа на другой, да еще и с тяжелым подносом, не самая простая задача. Но в принципе можно трудиться в полсмены в качестве подработки. Вообще, это не единственная обязанность официанта. Вы также должны следить за чистотой в зале. Если где-нибудь на столике лежит грязная посуда, ее нужно тут же забрать, чтобы ваши клиенты или, как в случае моей работы, гости были довольны. А еще официант должен досконально знать все меню ресторана. Даже повара и бармены не знают столько о блюдах и напитках, как официант. Каждый ингредиент вы должны держать в голове, ведь может прийти гость, который не любит в салате черный перец. В общем, Марокко та еще выучить меню, особенно если оно огромное. Да что уж говорить, все гости будут задавать вам этот вопрос, а вкусно ли это или это блюдо, так что нужно регулярно проводить дегустацию. В общем говоря, работа официантом вообще непростая, но она отлично подойдет тем людям, которые легко находят со всеми общий язык, а еще стрессоустойчивым ребятам. Но самое главное, что на такую работу берут без всякого опыта и образования, а значит, подойдет вообще каждый. Ну а что же там по зарплате? Тут все зависит от вашей работы. По сути, официанты трудятся сами для себя, ведь большую часть заработка составляют чаевые. Конечно, есть и фиксированная ставка, и процент от продаж, но они редко перебивают чай. Так что в хорошем регионе или в центре мегаполиса официант может получать очень солидные деньги. 100 или даже 200 тысяч рублей – это норма для качественных ресторанов. Но мой опыт, к сожалению, не такой красочный. У меня выходило примерно 50 или 60 тысяч рублей в месяц. Правда, и работал я всего 2 месяца. Работа курьером. После того, как я поработал официантом, я решил, что мне нужна та вакансия, где я буду меньше контактировать с людьми. Все-таки не все гости, которые приходили в заведение, были адекватными. Так что я отправился работать курьером. Благо, в наше время таких вакансий просто колоссальное количество. Ведь есть доставки от заведений, а есть и простые агрегаторы. Я пошел работать как раз-таки от агрегатора, и моя задача состояла в том, чтобы развозить еду из ресторанов. Вы можете спросить, почему я пошел работать именно курьером? Да потому что на этой работе ты сам себе выбираешь график, то есть можно абсолютно спокойно совмещать учебу и работу, а еще ты постоянно находишься на свежем воздухе, что отлично сказывается на здоровье. Да и носить тяжелую сумку – тоже своеобразная тренировка. Считайте спортзал на свежем воздухе, только тебе еще и деньги платят. Насколько эта работа тяжелая? Ну, как вам сказать, лично мне было просто, ведь я довольно физически сильный. Так что в целом не испытывал каких-либо трудностей. Да и с людьми контактировать особо не нужно, так что после моего прошлого опыта работы эта вакансия оказалась прекрасной. Ну и главный вопрос, что же там по оплате? Вообще, те ребята, которые трудятся ежедневно и большими сменами, получают достаточно много денег. 100 тысяч рублей в мегаполисе считается нормой для курьера.
Лично я за подработку 2-3 раза в неделю по несколько часов получал в районе 20 или 30 тысяч. Немного, но на прогулки с друзьями хватало, да и преимуществ у этой работы было весьма много. Так что я советую попробовать себя в этой стези, может быть, вам подойдет такая подработка. Работа в фастфуде. Но куда я не советую идти работать, так это в различные фастфуды. Естественно, там нет никаких перспектив, да и простой эту работу не назовешь. Хотя, может быть, это мне не повезло. Есть многие ребята, которые трудятся там годами, получают вполне неплохую зарплату, и их все это устраивает. Так вот, почему же я не рекомендую подобные вакансии? Во-первых, придя туда, вы будете работать кем угодно, но только не тем, кем хотели. Буквально. Лично я хотел попробовать себя в роли повара, который готовит бургеры, но свой первый рабочий день я провел за уборкой полов в туалете. Второй подрабатывал грузчиком, а на третий день следил за чистотой в зале. И так по кругу целый месяц. Естественно, мне это вообще не понравилось, и я быстро оттуда ушел. Но если вам вдруг повезет, вас могут почти сразу поставить за плиту или кассу. Правда, и тут есть свои минусы, и часто огромные. Плита, к примеру, никогда не выключается, так что ожоги от масла вполне естественное дело. Не говоря уже о фритюре для картошки фри. А на кассе постоянно встречаются неадекватные персонажи. Достаточно будет посмотреть на видео из интернета, где встречаются какие-то психи, которые бросаются стаканчиками с напитками в кассиров, или, и того хуже, выливают на них горячий кофе. Настоящий ужас. Пойти работать в фастфуд может вообще каждый. Правда, не всем там понравится. Вот и мне не подошла такая работа. Но, в общем-то, есть и преимущества в этой работе. Во-первых, стабильность зарплаты. Во-вторых, определенные льготы для сотрудников. И в-третьих, свободный график, если вы его, конечно же, согласуете. Так что подобная работа может вполне себе подойти для студента, который ищет подработку. Да и зарплаты в таких заведениях более-менее. За месяц можно спокойно получать 30 или 40 тысяч рублей. Опять же, немного, но на покушать хватит. Бариста. Но есть и та вакансия, которая мне в разы больше понравилась. Это работа бариста. Почему? Да потому что если попасть в хорошую кофейню, то можно оказаться в очень приличном окружении, и гости к вам будут ходить крайне приятные. Так что найти там новые знакомства не составит труда. Лично мне нравилось общаться с креативными ребятами, которые ходили к нам в заведение поработать на фрилансе. С ними можно было поговорить о чем угодно, да и посоветовать они могли много чего. Собственно, благодаря такому общению я и стал делать видеоролики для YouTube. Работа бариста, надо сказать, несложная. По сути, вам нужно просто варить кофе, да и за пары как таковой лично у меня не бывало. Главное тут, пожалуй, быть осторожным, ведь обжечься горячим паром все-таки можно, а зарплата многим из вас может понравиться. 2000 рублей за смену – это норма. Да и выставить график можно какой угодно. Я вот работал по выходным и один день в будни, когда не было пар в университете. И за такой труд я получал примерно 20 тысяч без особого напряга и нервов. Но все же я хочу забежать немного вперед. Есть и такие вакансии, на которых можно заработать еще больше. Работа в компьютерном клубе. А это вообще работа мечты для некоторых молодых парней. К примеру, я пошел работать в компьютерный клуб, и это настоящий рай для геймеров, ведь можно общаться со всеми гостями об играх, которые вы вместе любите. Да и комьюнити, которое там собирается, вполне адекватное, а самое главное, платят там примерно 2000 рублей за смену. Почему я так восхваляю эту работу? Да потому что если вы попадаете в хороший клуб, то отбоя от клиентов не будет, а значит всегда будет с кем поболтать. Да и поиграть во многих местах можно с легкостью. Когда нет загрузки посетителями, то можно расслабиться и зарубиться в приставку с друзьями. Так что это отличный вариант для тех, кто хочет заработать денег и при этом поиграть в игрушки. Правда, есть одно большое «но», о котором часто умалчивают. Администратор компьютерного клуба часто должен работать в ночные смены,
Для кого-то это может стать большой проблемой. Лично я пошел работать в компьютерный клуб летом, так что никаких проблем с работой ночью не было. А ближе к осени, когда и началась учеба, я перевелся в дневные смены и легко совмещал это с учебой. А главное, в месяц я получал до 50 тысяч рублей. Просто за то, что кайфовал от работы. Правда, для такой зарплаты пришлось довольно много трудиться, но мне это было в радость. Работа копирайтером. Вы можете задать вполне логичный вопрос. Если мне так нравилась эта работа, то почему же я ушел? Да на самом деле все логично и просто. Я нашел куда более интересную вакансию. Я просто решил, что работать из дома – это самая лучшая идея из всех, что только может быть. Так что я начал искать в интернете способы заработка из дома и наткнулся на вакансию копирайтера. В чем ее смысл? Да в том, чтобы просто находить определенные тексты и перепечатывать их. Главное в работе – это сделать текст индивидуальным, а не просто скопировать и вставить какие-то части статьи. Работал я на один блог, который выпускался на специальной площадке. Мне нужно было рассказывать буквально обо всем. Работа была вполне простой, но платили за нее очень даже неплохо. Например, за один текст, на который я тратил где-то час времени, я получал от 500 до 1000 рублей. Согласитесь, хорошая оплата, не так ли? Ну а самое главное, что я тратил совсем немного времени на все это и мог работать прямо из университета на своем ноутбуке. Это особенно сильно спасало меня, когда приходилось сидеть на нудных лекциях. Мои одногруппники в это время просто общались, играли в телефоны или делали другие задачи по учебе, а я зарабатывал денежку. Так что это очень крутой вариант работы, который отлично подойдет для любого студента. Ну а насчет оплаты скажу вам так. За месяц ненапряжной работы я получал где-то 20-30 тысяч. В общем-то, как и на многих предыдущих работах, но трудозатрат при этом было в разы меньше. Работа монтажером. А дальше я попал на работу монтажером. Тоже одна из вакансий в интернете, а главное полностью удаленная. Тут уже было сложнее, но и зарплата была чутка выше. Дело в том, что я почти не умел монтировать видео. Хотя раньше я пробовал свои силы в этом ремесле, но в какой-то момент всегда забрасывал. И как хорошо, что я таки устроился работать в эту компанию. Ведь я узнал много лайфхаков. К примеру, делать все с нуля, все эти крутые эффекты, переходы или всплывающие надписи не нужно, ведь есть специальные сайты, на которых подобных шаблонов эффектов огромное количество. Достаточно просто оплатить подписку, и вы получите весь доступ к сайту. Ну и еще один плюс. Тот ресурс, который я использовал, также содержал в себе и стоковые видео с фото. Так что найти их во время монтажа было, очень просто. Работать приходилось по несколько часов в день, а оплата в месяц достигала примерно 30 или 40 тысяч рублей. Опять же, немного, но на жизнь студенту хватало. Особенно если учитывать, что я с легкостью сочетал эту работу с учебой. Так что, ребята, я вам всем советую обучиться подобному ремеслу, ведь в наше время медиасфера развивается огромными темпами. Так что вы точно сможете найти для себя хорошее местечко. Работа репетитором. А сейчас я бы хотел высказать вам одну мысль. Чем больше ты знаешь, тем больше ты зарабатываешь. Хотя во время учебы в школе так может и не показаться. Почему я так считаю? Да потому что одна моя знакомая отлично знала школьные предметы. Она поступила в престижный университет и во время учебы в нем стала подрабатывать репетитором. И я хочу вам сказать, огромные же деньги там крутятся. К примеру, за 1 час индивидуального удаленного занятия с ребенком может стоить от 500 до 1000 рублей. И это в тот момент, когда о вас мало кто знает, да и отзывов о вашей работе тоже немного. А вот моя подруга получала 1500 рублей в час. Ей было достаточно потратить в день на работу всего 4 часа, и в месяц она с легкостью зарабатывала свыше 100 тысяч рублей. На самом деле, это настоящая золотая жила. Но тут нужно иметь и свои особые качества. Без хороших знаний репетитором не стать. Собственно, если вы не умеете доходчиво объяснять что-то людям, то эта работа тоже для вас не подойдет. Я, к примеру, пробовал свои силы в этом ремесле, и у меня пока что ничего не вышло. Ко мне просто не хотели идти ученики, потому что мой вуз не был таким престижным. Выводы.
Друзья, даже несмотря на то, что многие эти вакансии весьма противоречивы, но и в них есть уйма подводных камней. Важно понимать, что опыт работы всегда пригодится вам в жизни. Вот, к примеру, я к концу своего обучения в университете уже четко понимал, кем бы я хотел работать в жизни. И нет, я не пошел по своей специальности, ведь иначе бы вы не увидели этот ролик. Я стал развиваться в медиасфере, стал записывать видео, готовить сценарии и монтировать ролики. И самое главное, все это я делаю из своего теплого дома. Хотя наверняка не всем подойдет такой вариант работы. Кому-то больше нравится работать из офиса, и дома собраться они никак не могут. Тут уже все индивидуально, но моя мысль не в этом. Главное, студенческие годы – понять, кем вы хотите работать. Ведь просто следовать течению не вариант. Вдруг вам не понравится профессия, которую вы выбрали. А поменять ее уже не будет варианта, ведь вы живете отдельно и вам срочно нужны деньги. Так что все эти подработки очень даже нужны. И я настоятельно рекомендую вам пройти свой собственный трудовой путь. А вам понравился этот ролик? Если вы хотите услышать еще больше жизненных историй или чтобы я поделился с вами опытом, то пишите об этом в комментарии. Я обязательно прочитаю их и учту ваше мнение. Спасибо вам за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки под этим видео и до встречи в следующих выпусках. Пока-пока!